Меня часто спрашивают, за кого голосовать на ближайших выборах. Я о них много говорю, часто говорю, что можно там попробовать навредить системе, которая ведет эту безумную войну. Но закономерный вопрос, а как навредить-то? Ведь очевидных кандидатов или тем более партий, которые бы хотелось поддержать моим зрителям, сейчас в бюллетене нет. На этих выборах я решил сделать сайт с подробным разбором всех кандидатов и партий. Я там перед выборами выдам свой список рекомендаций, за кого голосовать. Но главное на сайте не в этом, а в описании каждой партии и каждого кандидата и ситуации в каждом округе. Я решил изучить всех их сам и сделал сайт, где наглядно отображаются все кандидаты на шкале, демонстрирующие их отношение к войне и мобилизации. Чудеса современных технологий позволяют быстро анализировать с помощью ИИ огромные массивы информации и даже мне самому создавать красивый сайт для отображения этой информации вам. Но у меня принцип. На сайте никаких ИИшных текстов про кандидатов, партии или стратегию. Каждого кандидата в итоге я изучил сам, спросил советов у людей, которые разбираются в соответствующих регионах и партиях, а затем все, что касается политики, сам написал от первой до последней буквы. Описание каждого кандидата, каждой партии и позже анализ ситуации в округах и моя аргументированная рекомендация, за кого голосовать. Я выдам рекомендации везде, даже где выбор исключительно из упырей. Вам же придется его делать, выбирать. Ну, я скажу свое мнение. Если ситуация такая, прям так и напишу. Ни за какие конструкции типа «ни за кого голосовать нельзя», «бойкотировать тоже нельзя», прятаться не буду. Напишу аргументированное мнение, чтобы вы его могли учесть, принимая решения. Тексты делаю понятные и без политкорректности. Сегодня я хочу презентовать вам этот сайт. Он в основном сделан для моих зрителей, которые определяются, как действовать. Но можно его использовать и для обсуждения со знакомыми или друзьями. На сайте проанализированы списки и кандидаты по одномандатным округам. Аналитика эта, конечно, еще будет обновлена. Так вот, на основе анализа сделана наглядная матрица, по которой легко сравнивать позиции. Что партии думают по ключевым вопросам, кто молчит, а кто зигует активнее других. Кого именно включили в федеральные списки, у кого есть шансы пройти в Думу из региональных групп. Для оценки брались публичные выступления, посты в соцсетях, выступления на думских заседаниях, интервью кандидатов в Госдуму от всех парламентских партий за последний год. Весь этот массив был обработан, и каждому высказыванию была присвоена оценка. Чтобы было легче разбираться и сравнивать, действия и поступки кандидатов были разделены на 4 категории. Во-первых, провоенные высказывания. Например, кандидат предлагает разбомбить Киев. Во-вторых, провоенные действия. Сюда засчитывали прямое участие в войне и, например, сборы на нужды фронта. Не на гуманитарку для мирных жителей, а прям на дроны или броники для военных. Третья категория – что кандидат думает о новой мобилизации людей в армию, а четвертая – его позиция насчет мобилизации ресурсов. Например, предложение немедленно объявить всеобщую мобилизацию двигало оценку на максимум в одну сторону, а отпустить мобилизованных по домам – в другую. То же самое и с ресурсами. Если кандидат предлагает перевести экономику на военные рельсы, его оценка двигается максимально в одну сторону. Если же он считает, что пора сокращать военные расходы и начинать помогать гражданской экономике, в другую. И ровно эти категории использовались в матрице. По горизонтальной оси отношение к войне, то есть провоенные или антивоенные действия, высказывания кандидатов. По вертикальной отношение к мобилизации. Если кандидат не высказывается ни за, ни против войны или мобилизации, он получает 0. На сайте даже Путина мы в матрицу поставили, чтобы можно было любого кандидата сравнивать с эталонным провоенным спикером. С кандидатами было проще. Оценивать приходилось действия и высказывания одного человека. А вот чтобы дать сбалансированную оценку партиям, анализ проводится так. 10% оценки дает программа партии, 45% позиций первой тройки и другие 45% следующие 7 персонажей на проходных местах в списке. Средняя по этим 3 категориям и есть позиция партии. Сейчас может показаться, что объяснения как-то сложные какие-то, но на самом деле все интуитивно понятно. Кандидатов из списки легко сравнивать в матрице. Сразу видно, кто вовсю высказывается за войну и упивается людоедством, а кто помалкивает.
Если интересна более подробная позиция кандидата, можно нажать на иконку партии, и общая партийная позиция рассыпется на личные позиции основных кандидатов. По ним тоже можно потыкать и почитать, что это за персонаж, узнать его ценное мнение. Там вот уже, где краткое содержание статьи описывается, там есть аналитика, конечно, ИИ. Ну, тут уж я не все писал. На сайте можно выбрать свой одномандатный округ и проверить кандидатов по нему. На карте или через поиск. Тут мы тоже сделали отдельную наглядную шкалу. Обратите внимание, что позиция кандидата от партии может не совпадать с позицией самой партии. А уже после шкалы можно посмотреть подробности по каждому кандидату из округа, чтобы принять решение. Все округа я пока изучить и отписать по ним информацию не успел. Для открытия там есть пока небольшое количество округов, их буду наполнять по ходу дела. В некоторых случаях уже собрано немного информации, например, по 195-му округу Москвы. Там нет кандидата от Яблока, поэтому ситуация, прям скажем, неприятная будет. Единороссы тут хотят протащить в Госдуму участника войны в Украине. В этом округе уже можно присматриваться к альтернативным кандидатам, сравнивать их друг с другом в матрице. Читать, кто что делает и говорит. Я обязательно посмотрю финансовые отчеты, чтобы понять, кто вообще ведет кампанию, у кого есть реальный шанс пройти в Думу. Мне важно не потерять голоса тех, кто прислушается ко мне. Ближе к делу дам рекомендацию, за какого кандидата имеет смысл проголосовать. Сейчас на сайте полностью собрана информация по партийным спискам. Кто идет, от какой партии, где они расположены на матрице. Вот это вот все можно посмотреть и почитать уже сейчас. Ну а округа добавляю постепенно. Я прекрасно понимаю, что необходимость выбирать между такими персонажами никакого энтузиазма у моей аудитории вызвать не может. Тем не менее, если мы с вами хотим повлиять на ситуацию в нашей стране, на возможность завершения войны, выбирать придется. И, кстати, многих персонажей из партийных списков вы не слышали никогда. Я сам там о многих не слышал. Может быть интересно посмотреть, кто, как, почему и куда выдвигается. Да, выбирать безо всякого удовольствия из сомнительных личностей в основном придется. Но отказ от выбора играет системе только на руку. Переходите на мой сайт, сравнивайте позиции выдвигающихся политиков, смотрите на то, что происходит в ваших округах, и подумайте, как распорядиться вашим голосом. В заключение стоит сказать, что работа над сайтом – это очень большой проект, который сложно будет вытянуть без вашей помощи. На сайте есть форма обратной связи. Туда вы можете прислать любую информацию про кандидатов, указать на неточность или рассказать об агитации у вас в округе. Ну или сказать свое мнение, за кого следует призвать в том или ином округе. Я это все тоже внимательно изучу и на основе свидетельств добавлю на сайт, чтобы ближе к выборам сформировать правильный список с рекомендациями, ну и правильное описание написать, чтобы было понятнее, кто баллотируется. Естественно, я не буду по одному какому-то сообщению менять описание. Я буду внимательно изучать, смотреть публичные источники. Но все же мне важно почитать, что вы напишете. В общем, такой вот проект. Попытаюсь его сделать хорошо. До завтра.